Приветствую всех на канале. Волчанск – приграничный город в Харьковской области, расположенный на берегу реки Волчья. У города довольно интересная история. Здесь есть меловые горы, скифские захоронения, был здесь и интересный аэродром. Волчанск – город в Чугуевском районе Харьковской области, который в результате наступления вооруженных сил Российской Федерации подвергся сильным разрушениям. Город Волчанск расположен на севере Харьковской области в менее 10 километрах от российской границы. От Волчанска до Харькова всего 74 километра. Свое название город носит с 1776 года. Название Волчанск получил благодаря упомянутой ранее реке Волчья, левому притоку Северского Донца. Ее еще называли Волчьи воды. Дело в том, что раньше в этих местах находились густые заросли и чащи, в которых жили дикие звери. А возле водопоев местным жителям чаще всего встречались волки. Местность вблизи реки Волчьей была заселена давно, еще в раннее средневековье, оседлыми и кочевыми племенами. В советский период археологи раскопали несколько городищ. Эти поселения, существовавшие в 8-10 веках, были уничтожены татаро-монголами. И хотя город был окружен двумя линиями обороны, а между ними находились хозяйственные хранилища, все равно городище разрушили татаро-монголы. В 1674 году жителю Нижегольска Мартину Стародучному было разрешено основать слободу на реке Волчьи воды, в том месте, где находились 3 татарских брода, заселив ее выходцами из правобережной Украины. Здесь также селились крестьяне, бежавшие от крепостного гнета. Поселенцы должны были защищать край от татарских набегов. В конце 17 века, когда заселяется территория Дикого поля, на территории современного Волчанска селятся черкасы с Поднепровья. Поселение стало одним из форпостов на границе Русского царства и получило название Слобода Волчьи воды. Таким образом, Волчанск основался в 1674 году. Местные жители назвали реку Волчья так не потому, что на ее берегах было много волков, а за неважное качество воды. Она горько-соленая, сильно минерализирована, непригодна для питья и сельского хозяйства. Хотя существует очень романтичная и интересная легенда о названии речки и ее возникновении. Она гласит, что когда-то давным-давно в долине будущей реки жила стая волков. Они охотились на дичь, выискивая себе добычу в оврагах и урочищах. Однажды вожак стаи умер, и ее возглавила молодая волчица. Одна часть стаи присоединилась к ней, но другая попыталась избрать своего вожака. Тогда волчица увела свою часть стаи в верховье оврагов и огласила непокорной части волчьего племени за то, что они не покорились ей, отныне они станут объектом добычи. Молодая волчица пришла к верховью оврагов и там стала рыть большую и удобную нору для своего потомства. Как вдруг из норы ударил ключ. Хлынула вода. Несколько дней потоки текли по долине оврагов. Так появилась речка, вырытая волчицей, и речку стали называть Волчья. Но, повторюсь, это всего лишь легенда. В 1688 году, после пожара, устроенного татарским набегом, Слобода была переселена на левый берег реки. В последний раз жители Слободы участвовали в отражении набега кочевников в 1689 году. Но в целом, как военно-сторожевое поселение, Слобода выполняла свои функции до конца 17 века. В 1732 году в селении Волчьи воды насчитывалось 211 жителей мужского пола. С 1732 года это был казацкий военный городок. В конце 30-х, начале 40-х годов 18 века казачьи земли у реки Волчьи воды захватил белгородский вице-губернатор Богдан Пасек, оформив захват фиктивной купчей, а заодно присвоил много казенной земли без всякого оформления.
Затем он продал все эти земли помещице Матюшкиной. Как сообщается в ведомости Волчанской сотни Харьковского полка, составленной в 1749 году, помещица Матюшкина завладела пахотного и непахотного поля на 10 верст, сенных покосов на 2000 копен и 5 лесных байраков со всякими каонным угодии. После ликвидации полкового устройства Волчье стало центром одноименного комиссарства. С 1773 года местечком Хатомлянского комиссарства Харьковской провинции Слободско-Украинской губернии. А в 1776 году оно принимает современное название Волчанск. В 1780 году Волчанск становится уездным городом. В 1804 году в Волчанске возвели каменную соборно-троицкую церковь. Начинает развиваться производство. Сначала построили маслобойню, а затем кирпичные заводы, завод по производству сальных свечей, спиртовой, пивной и сахарный заводы. Развивается и сфера образования. В 1874 году в Волчанске открывают учительскую семинарию. В 1887 году типографию, а в 1893 году центральную библиотеку. Средствами землевладельца Василия Григорьевича Колокольцева в библиотеке появилось более 10 тысяч книг. Особую активную бурную деятельность развил Колокольцев, став председателем Волчанского земства. Масштаб реформ, задуманных и осуществленных Колокольцевым, было грандиозным. Эти реформы были направлены на благоустройство уезда, развитие культуры, образования. Планировалось широкомасштабное строительство земских школ, больниц, мостов, дорог, конно-почтовых станций, участков почтово-телеграфной связи. Причем в строительство Колокольцев вкладывал собственные средства, дав команду управляющему продавать земли своих усадеб и имений. Одновременно он искал единомышленников из числа прогрессивной интеллигенции, специалистов и купцов. Ведь богатые земские деятели в силу своей консервативности его идеи напрочь отвергали. Стал регулярно проводить на базарной площади города ярмарки и лотереи, собирая таким образом деньги на строительство. И все это строительство осуществлялось без материальной поддержки губернии, только за счет средств бюджета уезда. Главное же дело Колокольцева – озеленение Волчанского уезда. Сам ездил во Францию за опытом, закупал саженцы, лично контролировал все работы. Все великолепные сосновые боры вдоль Донца – это именно результат его идеи и труда. В 1773 году в Волчье насчитывалось 2078 жителей. К середине XIX века население Волчанска достигало 9000 человек. В 1865 году 72,5% составляли войсковые обыватели. Большинство жителей Волчанска занималось сельским хозяйством и частично ремеслами. В 1895 году начал свою работу пивоваренный завод «Южная Бавария», а владельцами его были городской голова Василий Багмет и купец Василий Зубарев. Уже в 1915 году завод был продан Волчанскому уездному земству и переделан в лазарет. Спустя 10 лет лазарет был переоборудован в первую ткацкую фабрику по производству платков, а спустя год, в 1927 году, здесь заработала полноценная ткацкая фабрика по производству хлопчатобумажных тканей. Уже в 1930 году фабрика стала швейной, а в 1937 году была переоборудована в обувную. Затем фабрика стала выпускать хлопчатобумажные ткани, декоративные мебельные ткани. Еще до 2001 года здесь работало производство. Но с тех пор выпуск тканей прекращен, а здание постепенно разрушалось.
1894-1896 годах проходило строительство железнодорожной ветки Волчанск-Белгород, что дало сильный толчок в развитии города. 28 октября 1896 года на участке был пущен первый паровоз. В 1901 году железная дорога была продлена до Купянска. Здание Волчанского вокзала было открыто в 1897 году. Экономический кризис 1900-1903 годов ухудшил положение трудящихся. В начале 20 века в стране развернулось массовое революционное движение. Захватило оно и Волчанск. В первой половине 1905 года перед зданием земской управы собрались крестьяне и рабочие, требовавшие снижения непосильных налогов. Власти произвели аресты. Однако репрессии правительства не смогли остановить революционную борьбу. После поражения революции 1905-1907 годов Волчанск на некоторое время превратился в место административной ссылки участников революционного движения. С развитием капитализма усиливалось социальное расслоение крестьян. Почти 20% земли Волчанской волости было в собственности крупных землевладельцев. Большая часть надельной земли по закону от 9 ноября 1906 года перешла к кулакам, сосредоточившим в своих руках около 38% земельной площади. В 1913 году открыты кондитерские, бакалейные и другие магазины. В 1914 году была построена городская электростанция. Эту дату можно считать как начало электрификации города. Первая мировая война усложнила и так тяжелое положение трудового люда Волчанска. Большинство трудоспособных мужчин было мобилизовано в армию. Росли цены. В ходе гражданской войны власть несколько раз менялась. В 1918 году здесь началось издание местной газеты. В 1923 году была проведена административно-территориальная реформа, в ходе которой Волчанский уезд был разделен на 8 районов, и Волчанск стал центром Волчанского района Харьковской области. В 1936 году в Волчанске было 3 техникума – педагогический, механизации сельского хозяйства и медицинский. 3 средних и 2 семилетних школы работало 183 учителя. Во время Второй мировой войны Волчанск находился под оккупацией немцев с 31 октября 1941 года по 12 ноября 1941 года. 10 июня 1942 года Волчанск снова захватил вермахт, а 9 февраля 1943 года город окончательно освободили в ходе Харьковской наступательной операции. После войны Волчанск быстро восстановили. К концу 1945 года в городе работали почти все промышленные предприятия. Уже в 1948 году промышленность района на 17% превышала довоенный уровень производства. Возобновили работу районная больница, поликлиника, молочная кухня, аптека. Начали работу 5 общеобразовательных школ, где учились 2420 детей и преподавали 82 учителя. В 1964 году были построены 2 железобетонных моста через реку Волчья. В 1966 году население Волчанска составляло 20 600 человек. В 1979 году здесь действовали обозный завод, завод строительных материалов, асфальтовый завод, хлебный завод, маслодельный завод, обувная фабрика, хлопкоткацкая фабрика, мебельная фабрика, мясокомбинат, 8 общеобразовательных школ, музыкальная школа, медицинское училище, авиационное училище, 3 лечебных учреждения, дом культуры, 6 клубов, кинотеатры и 14 библиотек. В 1999 году были утверждены герб и флаг города. Хлебзавод и маслодельный завод были закрыты с 2009 года.
а на территории хлебзавода начала работать пивоварня. После провозглашения независимости Украины город оказался на границе с Россией. Развитию города стали мешать граница и бюрократические препятствия. Из-за высокой конкуренции стали закрываться предприятия. Однако Волчанский агрегатный завод оставался одним из крупнейших предприятий Украины. В Волчанске есть, да, наверное, уже было, 2 футбольных стадиона, площадки для игры в волейбол. Футбольная команда Волчанска выступает в высшей футбольной лиге Харьковской области. До февраля 2022 года в городе работало 7 детских садов, 10 общеобразовательных школ и лицеев, техникум механизации сельского хозяйства, автотранспортный колледж и медицинский колледж, музыкальная школа, работали спортивные кружки. Волчанск подарил миру много выдающихся людей. Так здесь жил астроном и исследователь метеоров и метеоритов Игорь Остапович, художник Михаил Гермашов, оперная певица Надежда Новоспасская, режиссер-мультипликатор Александра Снежко-Блодская, пилот гражданской авиации Василий Ершов. В Волчанске родился историк Василий Бабенко, который проводил здесь археологические раскопки и в 1900-е годы нашел катакомбы, которые относят к салтовской археологической культуре. В Волчанске родились 3 известных писателя и поэта: Степан Писаревский, Орест Сомов и Олесь Досвитный. Из известных современников стоит назвать футболиста Виктора Будянского и певца, который прославился и за пределами Украины и полюбился современной молодежи, Артема Пивоварова. Бахмут – це Україна, Вовчанськ – це Україна, Харків – це Україна, Борова – це Україна, Іванків – це Україна, Токмак – це Україна, Балаклія – це Україна, Ізюм – це Україна, Чугуїв – це Україна, Алчевськ – це Україна, Конотоп – це Україна, Слов'янськ – це Україна. В Волчанске находится интересный природный объект – меловые горы. Они представляют собой длинную гряду меловых скал протяженностью в десятки километров вдоль реки Оскол. Считается, что они являются остатками древнего моря, которое было в этих местах около 70 миллионов лет назад. В Волчанске располагались уникальные исторические объекты – некрополь и капище времен Средневековья, скифские захоронения, место, где умер в плену у древлян князь Игорь. В городе расположена могила казацкого атамана Василия Гордиенко. Из исторических построек в Волчанске можно было увидеть огромный лицей номер 2. Он строился во времена Первой мировой войны австрийскими пленными как лазарет, здание – памятник архитектуры. Здание поликлиники, построенное в 1904 году. Первоначально в здании проводились общественные собрания и балы. Реконструкция комплекса была проведена в 2019 году. Здесь еще много разных интересных исторических объектов было в Волчанске. Например, городской особняк начала 20-го столетия, памятник архитектуры. Здание бывшей земской управы, памятник архитектуры конца 19 века. Жаль, оригинальный Троицкий собор был взорван большевиками 1937-го, и в наше время в Волчанске можно было найти более скромный храм Жен-Мироносец, построенный в 1998-2010 годах. Автор проекта Владимир Новгородов. Многие приезжали в Волчанск, чтобы увидеть авиасвалку заброшенной школы ДОСААФ. На заброшенном аэродроме располагалось несколько десятков учебных самолетов, бипланы и вертолет. У авиатехники закончился ресурс, но она не была полностью утилизирована. У Волчанского аэродрома была очень богатая история.
С 1956 по 1969 годы аэродром готовил штурманов. На тот момент аэродром имел статус авиационного технического центра ДОСААФ. На аэродром было очень много планов на модернизацию, но в 1991 Союз распался, а самолеты и вертолеты остались стоять в поле без дел. До 2013 года территория аэродрома и техника серьезно сторожилась военизированной охраной. Потом охрану убрали, поставили на дежурство 2 охранников. После 2018 года охрана ушла навсегда, бросив аэродром вместе с техникой на произвол судьбы и на растерзание мародерам. Последствия простоя объекта без охраны перед вами. Стоїть місто над рікою, утопа в садках. Живемо ми тут з тобою, жити нам віка. 335 минуло, як Мартин Козак. Заснував це місто чудне і назвав вовча. Чудові води несе твоя ріка, шляхи дороги та далечінь дзвінка. Цвіти мій краю, нехай тобі щастить, дарує радість нам кожну мить. Перед горем не схилилось, ворогів змело, не зламалось, не скорилось, все пережило. Світлий символ Харківщини, місто золоте, у своє майбутнє лине, де краса цвіте. Чудові води несе твоя ріка, шляхи дороги та далечінь дзвінка. Цвіти мій краю, нехай тобі щастить, дарує радість нам кожну мить. Нас сьогодні дожинають нелегкі часи, та ми місту обіцяють все перенести. Є надія, злої сили зміниться завжди. Розквітай вовчань щасливий і не знай біди. Чудові води несе твоя ріка, шляхи дороги та далечінь дзвінка. Цвіти мій краю, нехай тобі щастить, дарує радість нам кожну мить. Чудові води несе твоя ріка, шляхи дороги та далечінь дзвінка. Цвіти мій краю, нехай тобі щастить, дарує радість нам кожну мить. «24 февраля 2022 года российские военные колонны вошли в регион, в том числе в город Волчанск. Город был занят армией Российской Федерации. Тогда в нем проживали 17 500 человек. Волчанск серьезно пострадал от российских обстрелов в 2022-2024 годах. Большинство исторических зданий были серьезно повреждены или уничтожены, а более 90% города было разрушено. «11 сентября 2022 года город был освобожден подразделениями ВСУ в ходе контрнаступления украинских войск в Харьковской области.
В мае 2024 года, во время наступления России, вооруженные силы Российской Федерации снова вошли в Волчанск. Начались городские бои, в результате которых город подвергся сильным разрушениям. Итак, выглядит город Волчанск Харьковской области в наши дни в 2025 году. Город стерт с лица земли. Он превращен в пыль. От некогда красивого исторического города ничего не осталось, кроме руин. Жизни в городе нет. От многоквартирных домов остались только фундаменты. Волчанск – город, которого больше нет.